Уже много лет я занимаюсь получением деток на срезанных цветоносах. И, конечно, очень много вам могу рассказать про это. И лайфхаков, и как получать, и как себе в этом облегчить труд. Вот такая детка, кстати, она у меня в тепличке уже растет. Сегодня я вам ее покажу. Один из способов получения деток на срезанных именно цветоносах орхидеи – это в бутылке. Вот я подготовила еще один цветонос. Будем с вами сегодня его обрабатывать, помещать в эту бутылку, чтобы получить детку. Этот способ работающий, есть много плейлистов у меня до-после. Вот в частности после, это мы с цветоноса с вами сняли детку и поставили вот в такую тепличку, чтобы нарастали корни. Вполне работающий метод, все хорошо. Но хочу вам показать случайно, что у меня получилось совершенно не с этой целью. Вот этот цветонос у меня от орхидеи зеленое яблоко. К сожалению, сама орхидея пропала, и на этом цветоносе росли две семенные коробочки. Чтобы их не потерять, срезала и поставила просто в этот стаканчик простая вода, цветонос, чтобы дозрели семенные коробочки. Семенные коробочки таким образом у меня простояли еще несколько месяцев, лопнули. Я их сейчас поместила уже в холодильник. Будем совсем скоро с вами сеять семена орхидеи. Но в моменте, пока дозревали семенные коробочки, смотрите, орхидея раскуклила 3 почки. Раз, два, три. Вот на этой почке уже очень хорошо видно, что растет именно детка. С этих почек, что растет, пока сказать не могу. Еще надо немножко времени, рано. Но детка проросла просто в стакане. Стояла вот на этом подоконнике. Это у меня западное окно в уголке. То есть она получала свет, но не прямые солнечные лучи. Стояла в достаточно теплом месте. Работающий вариант тоже таким образом можно делать. Дозреваем с вами этих деток, доращиваем точнее, потом обязательно покажу. Что касается выращивания детки орхидеи в бутылке. Сейчас мы с вами обработаем этот цветоносик, поместим в бутылку. Когда прорастет детка, мы ее отсоединим и поставим в такую тепличку нарастить корни. К сожалению, чтобы наросли нормальные корни прямо в этой бутылке, обычно цветоносу не хватает сил. Появляется детка, и сам цветонос он начинает усыхать. Либо у детки нижние листочки они начинают желтеть, то есть не хватает питания, надо отсаживать. Очень часто вопрос, что вот эти цветоносы, которые вы помещаете в бутылку, у вас плесневеют либо гниют. Я вывела для себя за много лет, что лучше всего, что можно использовать, это дистиллированную воду. Если уже нет возможности приобрести дистиллированную воду, то кипятите воду, используйте тогда кипяченую воду. Но лучшие результаты все-таки у дистиллированной воды. Далее, тоже варианта два есть. Первый вариант. Мы открываем с вами вот эту почку, обрабатываем, помещаем в бутылку. Но скажу так, у меня было очень много примеров, когда я совершенно даже не обрабатывала вот эту почку цитокининовой пастой, прям так помещала в бутылку и тоже все замечательно прорастало. Поэтому у кого нет цитокининовой пасты, спрашивают, чем заменить. Есть вариант заменить с медом. Проводила эксперимент, есть этот эксперимент у меня на канале. Обрабатывала почку, вот эту смазывала медом. Ну, по сути, это глюкоза, да? Мы даем тогда. Честно, у меня результатов не было. Хотя в комментариях кто-то писал, ну, это буквально пару человек, что у них результат был. Но, опять же, могло быть совпадение. Как у меня, так и у них. Поэтому использовать мед, не использовать, решайте сами. Цитокининовая паста, да, работает. И без нее, да, тоже работает, и все может прорасти. Главное, что это чтобы у вас не заплесневел вот этот цветонос, использовать дистиллированную воду. Далее, как только срезали вот этот цветонос, сразу его не помещайте все-таки в бутылку. Лучше дать часов 10 подсохнуть срезом. Заметила, в этом случае не идет плесень, и тоже этот цветонос тогда не пропадает. Вот этот момент очень важен. Открываем с вами вот эту живую почку. Ну, здесь все у нас с вами сейчас будет просто. Видите, она такая набухшая. Видно, что готова, наверное, пойти в рост. Сейчас я так тихонечко раз с одной стороны и с обратной стороны, чтобы не повредить же эту живую почку. И снимаем. Вот, пошло, видите? Оп. Вот так. Все, я вот эту живую почку открыла. Далее под ней я накалываю немножко. Делаю такие вот дырочки. Повреждаю ткань, беру цитокининовую пасту. Это паста гормональная. Срезанному цветоносу она уже не помешает никак. Конечно, есть момент, что может прорасти не детка, а цветонос. Да, такое тоже может быть. Обычно это зависит от температуры и света. Если будет очень жарко, тепло, то прорастет все-таки детка. Если помещение холодное,
и будет невысокая, до 24 градусов температура, мы говорим про эту бутылку, в ней который микроклимат складывается, то, скорее всего, у вас прорастет цветонос. Здесь такой момент не предугадаешь заранее. Если вот с вопросом, чтобы не плесневел вот этот цветонос, я честно за годы вывела, очень хорошо умею работать, то вот чтобы проросла детка, а не цветонос, кроме температурного режима, другой взаимосвязи я не заметила. Была раньше теория, что если вы возьмете много, то будет цветонос, если мало, то детка не работает вот этот вариант. Все, но опять же напоминаю, у кого нет цитокининовой пасты, можно обойтись без нее. Далее, видите, у меня уже так хорошо подсушен сверху цветонос. Помещаем в бутылку, на дне у меня вот водичка в бутылке и закрываем с вами. Далее я ставлю опять же теплое светлое место, но не на прямые солнечные лучи. Пробовала ставить на полку, там априори тепло с досветкой. Не получается, все равно лучшие результаты у меня получаются именно на окне, на подоконнике. Конечно, идеально, если у вас вот этот цветонос имеет 3 живые почки, но обрабатываем при этом только одну почку. Будет очень хорошо. У меня, к сожалению, видите, маленький цветоносик, но ничего, знаете, и на таких маленьких оно прорастало. Когда появляется детка, мы ее достаем. Не успевают, как я вам уже сказала, нарастать корни прямо в бутылке. И вот такую детку помещаем. Видите, у меня здесь внизу керамзит, далее мох, на дне этого стаканчика водичка. И орхидея должна, вот эта детка, нарастить корни. Что по итогу у меня за достаточно большое количество уже месяцев. Орхидея после этого, точнее вот эта детка, нарастила раз листик. Сейчас растет, смотрите, 4-й по сути лист, но корней как не было, так и нет. Поэтому я буду стимулировать. Взяла препарат Rebuff Extra, тоже, кстати, проводили с вами эксперимент, по-моему, в телеграм-канале я рассказывала. Много лет я использовала вот этот препарат, который покупала в ампулах. Но так как у меня много орхидей, мне ампулы недостаточно, и я купила вот такие баночки по 10 мл. Пока что-то результата я от них не вижу. Вот сколько делала обработок, не было результата. Действительно, кто-то писал в комментариях, что ампулы работают лучше. Я, конечно, вот еще раз показываю вам и провожу этот эксперимент, но пока и у меня ампулы работали лучше. Берем просто кисточку и можно смазать шейку. Но, знаете, я так, видели, просто хорошенечко накапала. Вот сейчас увидите, что эта шейка все мокрая. И далее возвращаю в эту тепличку, ставлю сейчас на мох, как она стояла, эта орхидея. Она у меня, кстати, стоит тоже на полке под искусственной досветкой. Достаточно много получает света эта орхидея. Но, как видите, корни не проросли. Поэтому вместе с этой бутылкой поставлю на окошко в уголку, чтобы не получала прямые солнечные лучи, но было больше естественного освещения и ей было теплее. Ну а за это я продолжаю наблюдать. Мне очень нравится, что просто стакан, вода, и смотрите, коробочки дозрели, и детки растут. Это вот представьте, сколько здесь питательных веществ в этом самом цветоносе, что орхидея стоит в простом стакане с водой. Достаточно много времени, это уже несколько месяцев. За этот период дозрели семенные коробочки, и пошли в рост сразу 3 почки. Ладно бы одна вот эта детка пошла расти. Так нет, видите, еще и вот эта почка, и эта почка пошли работать и расти. Конечно, мне это очень-очень нравится. И может быть даже результат, вот на то, что я вижу сейчас, лучше, нежели в этой бутылке. Понятно, что со всеми так не получится, потому что когда-то раньше я тоже пыталась ставить стакан, и ничего не получалось. А вот здесь все сработало и получилось. Но еще скажу момент. Вот этот цветонос, он срезан с новой орхидеи, которая совсем недавно куплена. То есть она от производителя. Все мы знаем, что когда мы покупаем орхидеи новые, они очень сильно напичканы удобрениями, гормонами, потому что производителю интересно, что выгнать хорошие цветоносы. Мы покупаем орхидеи, и цена чаще всего зависит от количества цветоносов и их высоты. Поэтому пичкают эти орхидеи очень хорошо. И смотрите, вот эти цветоносы, они настолько в себе содержат и гормонов, и всяких витаминов, что могут прорасти и семенные коробочки, и детки. Когда мы берем цветоносы уже с домашнего цветения, они обычно не настолько сильные. Вот я брала из домашнего цветения, вот так ставила, у меня ничего не получалось. А если цветонос от вновь купленной орхидеи, смотрите, результат просто замечательный.
Все, наблюдаем с вами дальше. Здесь у нас детки ждем, чтобы развивались. Здесь, чтобы детка появилась. Результатами, как всегда, я с вами поделюсь. И в конце этого видео оставлю ссылочку на плейлист, где есть 4 видео. Полностью от того, как мы стимулировали, снимали эту детку, мастерили с вами вот эту тепличку и помещали орхидею. Чтобы проследить весь ее путь. Кому актуально, пожалуйста, посмотрите. Всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока.